Слава Украине, привет всем от Полонского. Наша любимая рубрика «Потери российско-фашистских войск в Украине». Сегодня 13 апреля 2025 год. Смотрите, в то время как путинские бандиты и террористы стреляют по нашим городам, по мирным жителям, то есть мы видели сегодня в Сумах очередной зверский совершенно уже пример того, как, с позволения сказать, воюют, если это можно так сказать, путинские бандиты. Вот. Наши их лупят на поле боя. И в этом, как говорится, между нами с ними это огромная разница. Одни воюют на поле боя, другие воюют, так сказать, с гражданским и пытаются кошмарить с тем, чтобы вынудить руководство принять то или иное решение, выгодное коллективному трампопуту. Но в то же самое время наши им дают очень конкретный отпор. И на поле боя это, конечно же, сказывается. Как обычно, у рашистов продвижения нигде нет, хотя они посылают, просто невероятное количество чмобиков на забой. Но опять смотрите, что ожидать, что Путин будет, как-то, не знаю, с милосердием, что ли, смотреть на наших гражданских, если он своих утилизирует, там больше 1000 в день, и даже глазом не моргнет. И вы знаете, по-моему, он своих утилизирует с какой-то садистской жестокостью и удовольствием, наверное, даже. То есть, это невозможно объяснить. Тем не менее, 1220 вооруженных путинских федерастов отправлены курсом русского военного корабля. И таким образом, сначала путинского нашествия на Украину закобзонено 932 670 бандитов. Дальше поехали. 12 путинских танков туда же, в утильсырье, в металлолом, что дает нам с начала войны 10 603. И 33 броневика различных типов, то есть 22 088 всего. Соотношение потерь бронетехники и потерь лишнего состава дает понять, абсолютно очевидно, что воюют они именно пехотой. Технику им жалко. Людей еще нарожают. Такой у них подход, да? 71 пушка и миномет за прошедшие сутки. Всего 26 163. А также одно средство ПВО. Вот это интересно, знать бы какое. Другой раз знаем, другой раз не можем знать. Но это очень хорошо, когда выбиваются у них средства ПВО, потому что эти штуки трудно восстанавливаются, точнее вообще не восстанавливаются. Какие-то они не могут уже построить и так далее, и так далее. То есть это замечательно. Всего 1128. И мы прекрасно видим, как работает перемирие по Трампу, да. Он рассказывает нам о каком-то запрете каких-то ударов. За вчерашний день было сбито 147 беспилотников российских. Что можно дальше говорить? О чем мы вообще тут шепчем? 147 за один день, всего 32 425. Вообще, знаете, у меня такое впечатление, что после прихода Трампа к власти Путин как взбесился, почувствовал, у него выросли крылья, имеется в виду, что касается беспилотников, и просто по нам летят, невероятное количество этих самых пепелацев. А Трамп рассказывает всем, что во всем виноват Зеленский, кто там еще. Украина во всем виновата, понятно. Там же у него же советники, как не Трампеныш-младший, так Факер Карлсон. Они все одинаковые там. 143 единицы автотехники уничтожено. Традиционно больше сотни. Почему? Потому что на этой технике они в атаку ходят, продовольствие подвозят, все пытаются подвозить, оно все у них горит, дроны работают, не покладая пропеллеров. Всего 43 950 и одна единица спецтехники, не указанная. Всего 3799, друзья мои. То есть мы прекрасно видим, что единственное, чем на сегодняшний день еще может похвалиться путинская армия, и то относительно, это количеством лишнего состава. Что же касается техники, там абсолютно все признают, что уже беда. И, скажем так, за счет техники им уже никуда не вырулить. Но, тем не менее, видите, на чем они могут играть? У них много дронов, с этим никто не спорит, это очевидно. У них довольно большое количество ракет, но ракетами кошмарят обычно что? Тылы. То, что мы сегодня и, как говорится, видим. Дроны, ракеты и количество личного состава, которое у них, понятно, больше, чем у нас. Как-то так. А что же касается там техники, бронетехники, это все у них, как говорится, в очень таком, знаете, прибитом состоянии. Будет еще более прибитое.